Всем привет! Сегодня я продолжу делать очередные составные элементы улья. Я уже делал корпуса, они же магазина, сделал два вида доньев. И сегодня я буду делать подкрышники и крыши. Много есть споров о том, нужны ли подкрышники и не нужны. Я считаю, что нужны. Вы можете высказать свою точку зрения в комментариях. Итак, для того, чтобы сделать подкрышник и крышу, сегодня я буду использовать, опять же, клееные бруски. Так, высота их, ширина, для кого как, 95 миллиметров. Вот эта вот часть. Традиционно брусок у меня 1 метр, но толщина его у меня сегодня 26 миллиметров. То есть я делаю обычно корпуса, ну и другие элементы 35 миллиметров. Это я делаю меньше, 26. Для чего это надо? Ну, прежде всего, одна из функций подкрышника, вот если взять корпус, это возможность положить сюда рамку с кормом весной при весеннем развитии. И за счет того, что элементы уже, вот стенок в данном случае, они здесь единственные, рамка помещается. Иногда она не залезает в корпус. Какие особенности и порядок моих действий? Ну, прежде всего, я выберу традиционные четверти, вот эти вот нижние, с помощью которого, или фальцы, с помощью которого подкрышник будет сверху нахлобучиваться, надеваться на корпус. Как правильно посчитать выборку этой четверти? Надо иметь в виду, что материал у нас иной толщины, чем обычно, поэтому все свои расчеты мы должны вести с внешнего края корпуса или улья. То есть, например, у меня здесь 15 миллиметров на 9. То есть мне надо, чтобы, скажем, верхний зуб или нижний зуб, который будет у подкрышника, он был 100% меньше, чем 15. Допустим, я сделаю 13 миллиметров. И высота его должна быть больше, чем вот этих 9. То есть я сделаю, допустим, 11. Сделаю пропил и вернусь. Я закончил первую операцию. Можно сразу проверить, как это будет. Вот так это будет ложиться. Есть небольшой люфт. Возможно, что недостаточно. Сейчас посмотрим. Нет, пару миллиметров есть. Так, что касается подкрышников, нижняя часть, скажем, опорная, сделана. Теперь надо сделать для подкрышников, потому что сверху будет крыша, вот такую часть. То есть здесь обратная ситуация от того, что у нас есть. То есть если условно разделить вот сейчас заготовку на две части, то у нас вот здесь мы должны выбрать материал, а здесь у нас должен остаться материал некий, который мы вычисляем. То есть нам известно, что здесь 13 миллиметров имеет вот этот вот шип. То есть вот этот вот паз, вот эта выборка, она должна быть как минимум 14 миллиметров. Лучше я бы делал 15. То есть другими словами мы находим первую величину, это 15, я для себя определяю. И глубина этой выборки, она должна быть меньше, чем глубина, которая у нас на всех ульях. То есть если у нас здесь 11, то здесь вот эта величина этого шипа, который вверх пойдет, вот этот вот, он должен быть 9, максимум 10.
Я сделал все необходимые запилы для подкрышника. То есть подкрышник имеет запилы с двух сторон. Заготовки для крыши, соответственно, только с одной. Чтобы ничего не перепутать, в очередной раз личный мой совет. Не настаиваю, но я как часто все забывающий, я всегда пишу направление вверх-вниз и лицо. Делаю это с двух сторон, так что эта заготовка разрежется на две детали. Что дальше? Достаточно простой рутинный процесс. Надо напилить заготовки в соответствии с длинами сторон улья и собрать. Я напилил в размер все заготовки. Вот это вот короткая получается, вот это длинная. Те, которые имеют с двух сторон такие пазы, это подкрышник. Те, которые только с одной стороны, это крыша. Теперь мне надо в коротких деталях сделать выемки для соединения в пол дерева. Делать я все-таки буду не 10 миллиметров, как говорила, 13. Потому что здесь у меня в 13 миллиметров сделано этот паз. Чтобы его весь убрать, я сделаю 13. Как размечать, я уже говорил неоднократно. Это толщина детали, которые необходимо врезать. В данном случае у меня это 26 миллиметров. И глубина у меня будет 13. Делаю с помощью двух кареток. Сначала делаю запил и потом подрезание. Сейчас сделаю, вернусь. Я провел все запилы необходимые. Теперь могу собирать. Собираю я традиционно, сделав небольшую подставку, упор с одной стороны. Располагаю две боковые стоечки. Ну и, соответственно, сначала лицевую, потом тыльную. Буду промазывать клеем, просверливаю отверстие, зенкую и пришурупливаю. Все традиционно, поэтому вперед. После всех манипуляций и сборок у меня получилось два изделия. Первое — это подкрышник, самый простой. И второе — заготовка, еще пока крыша. То есть она также, ее можно также одеть на любой элемент улья, но у нее не хватает, собственно, крышки, что делает из подкрышника крышу. Крышку можно сделать из досточек тонких, например, там имитации бруса или вагонка, или просто досточки. Можно любой плитный материал, это, допустим, фанера. У меня есть фанера, небольшой кусочек. Я сделаю крышу, чтобы были напуски на крышу. То есть вариант один — сделать крышу вровень со стенками, что тоже может быть, имеет право на жизнь. Но мне кажется, что лучше сделать такую небольшую защиту от дождя. Для этого я располагаю крышу на каркасе. Я решил, что по 3 сантиметра, мне так позволяет материал. Вот 3 сантиметра это будет перед-зад. Приклеивать я ее не буду. Я ее закреплю просто на скобке сначала. Ну вот, теперь есть крыша. Для тех, кто использует глухое дно,
крыше обязательно надо сделать отверстия для вентиляции. Они могут быть любого вида. Это могут быть просто пропилы, это могут быть высверленные отверстия и закрытые решеткой. Ввиду того, что я использую сетчатое дно, то мне вентиляция не нужна. Забегая вперед, скажу, что в будущем я обязательно сюда сделаю вставку из экструдированного пенополистирола. Дальше осталось защитить от влаги, от агрессивной среды. Я буду использовать алюминиевый лист. Вот такие листы продаются. Это отходы полиграфической, типографской продукции. С помощью таких, наверное, шаблонов печатают книги. Ну, мне остается загнуть, обогнуть, обшить, по-разному можно сказать. Как я это буду делать? Сам буду делать это впервые. Сейчас, наверное, на ваших глазах и попробую. Мне надо выставить лист относительно крыши на 3 сантиметра 7 миллиметров. Выставляю. Итак, теперь я должен сделать то же самое. Выставить брусок также на 3 сантиметра 7 миллиметров. Но теперь уже относительно вот этого края. И при помощи струбцины я должен зафиксировать это. Так, с этой стороны есть. Теперь то же самое с другой стороны. Зафиксировал. Теперь я беру молоток, такой кувалдометр, и заворачиваю. Завернул. По идее, с другой стороны у меня автоматически получится необходимый, здесь что-то я перегнул, необходимое не расстояние, но я перепроверю. Вот. Теперь также буду сгибать, можно руками сначала. Отлично. Теперь я могу отпустить струбцины и перевернуть. У меня получилась вот такой загиб. Теперь справа и слева у меня по 1,5 сантиметра должно быть примерно после загиба. Плюс высота, то есть 2,5. Выставляю 2,5. Да, ну здесь и знак стоит. И продолжаю. Мне надо теперь дальше догнуть, чтобы она зашла вот в эту сторону. Не сильно мудрствуя, я возьму самые маленькие саморезы, которые у меня есть. И дальше при помощи вот такой вот палочки из саморезов. Сейчас, к сожалению, нет. Так, палочка чуть длиннее оказалась, чем нужно. Сейчас беру. Я фиксирую. Сейчас объясню, почему ничего страшного. Теперь, когда я получил, ну, теперь надо также и с другой стороны. Также. Попробую сразу, но не до конца. Ну, так скажем. Дальше мне надо загнуть теперь в обратную сторону. Ну и таким образом я делаю и следующую. То есть у меня получается крыша
Углы я здесь подобью. Что-то с ними придумаю. Ну, сейчас не суть. Скорее всего, надо было вот так, а потом подвернуть. Так, конвертиком, и тогда все ровно и все хорошо. Хорошо. Вот таким образом я сделаю защиту от влаги на крышу. Но почему я сейчас не прибивал ни на скобы, ни на нормальные саморезы и так делал примерно? Я, во-первых, чтобы показать. Во-вторых, прежде чем прибивать сверху вот эту вот железку, в данном случае, я хочу зашпаклевать, зашкурить и покрасить обязательно все элементы. То есть и крышу, которая будет находиться под железкой. Потому что в любом случае туда будет попадать влага в виде пара. У меня там фанера, она набухнет, расслоится. Поэтому защитит краской, не защитит, не знаю. Но в любом случае я сначала все покрашу, как и подкрышник, как и крышу. А потом уже обобью сверху железкой. Но это я сейчас уже сделал для того, чтобы показать, как это будет выглядеть. Будет примерно вот так. Там палочка, это некрасиво. Вы поняли. Сверху будет защищено железкой. Вся вода, которая будет стекать, она будет каплями висеть вот здесь. Это в отличие от прямых крыш, где вода идет, стекает прямо по корпусу и дальше по всем. Хотя я хочу проэкспериментировать, сделать крышу прямую. И сделать крышу обязательно попробовать из экструдированного пенополистирола. Если я негативно отношусь к корпусам из ППС, то как крыша это вполне может быть. Сейчас, одну секунду. Я скоро буду делать шестирамочники. Вот я и в качестве эксперимента, и в качестве шаблона я взял крышу одну для шестирамочника из ППС. Возможно, проще даже купить крышу. Она высокая, теплая. Она должна хорошо подходить и к деревянным корпусам. Правда, опять же, возвращаясь к производству, это можно назвать хорошим производством. Здесь есть заглушки, здесь нет заглушек. Здесь все смято. Это причем только пришло. Это я уж точно зубами не пожевал. Вот это такое на производстве. Поэтому не знаю, насколько это практично. На этом я заканчиваю про крыши. Покрашу и покажу. Потом уже на пасеке, когда выставлю. На этом все. С вас лайк. Всем пока. До свидания.